Прежде всего, хотелось поблагодарить организаторов за вот этот вот шаг к объединению мукомолов и хлебопеков, о котором говорил Андрей Шаран. Вот, но хотел бы подчеркнуть, что первое событие состоялось в прошлом году, когда мы с вами вместе обсуждали вопросы производства муки целевого назначения, пшеничной муки. Я думаю, что тема понравилась, но в этом году я хотел бы поговорить уже о муке ржаной. Это вторая по значимости хлебопекарная культура. И как раз эта тематика возникла из обращений больше как раз хлебопеков по тому, что качество ржаной муки в этом году не такое, как было раньше. И попытаемся с вами рассмотреть, почему же это все возникло. Да, ну и я представляю Одесскую национальную академию пищевых технологий, кафедру технологий переработки зерна. Рожь – это культура, которая относится к семейству мятликовых. Это злаковая культура. Насчитывает 10 видов, из которых только один вид – рожь полевая, рожь секаля. Используется для культурного производства. Рожь полевая, так же как и пшеница, имеет несколько форм – озимую и яровую. Но преимущественно все-таки используется рожь озимая. История происхождения культуры зерна ржи именно как растение, которое выращивается, в принципе, доподлинно неизвестно, но связано, скорее всего, с тем, что рожь являлась таким сорняком, который перемещался вместе с посевами пшеницы, и по мере перемещения этих посевов на север, рожь, как более морозоустойчивая, более засухоустойчивая культура, не вымерзала, оставалась в посевах, а пшеница вымерзала. После этого на это обратили внимание, и как раз вот в этих регионах стали выращивать рожь. Так же, как и пшеница, плод у зерна ржи – это зерновка, имеет схожее анатомическое строение, но и свои особенности. Первая, самая главная особенность – агрономическая особенность. Как я сказал, рожь более морозоустойчивая культура, более жаркоустойчивая культура. Однако само зерно ржи имеет меньшую урожайность. И поэтому не всегда, точнее, если есть возможность выращивать пшеницу, то выращивается пшеница, а не рожь. По особенностям строения хотелось бы отметить, что сама зерновка у зерна ржи более удлиненная, содержит меньше зародыша, больше содержания оболочек, поэтому ведет себя по-другому при размоле и имеет отличные технологические свойства. Масса 1000 зерен меньше, натура зерна меньше. Стекловидность зерна, как правило, ржаное зерно это или мучнистое, ну или полустекловидное в лучшем случае. По химическому составу зерно ржи имеет меньше содержания белка, меньше содержания крахмала, больше содержания как раз других углеводов и больше содержания сахаров. И одной еще ее особенностью, мы об этом чуть попозже остановимся, это больше содержания, на самом деле, водорастворимых веществ. Отсюда и другие ее свойства, как сырья для производства хлеба. Более статистика по зерну уже более правильная, более современная была у Родиона. Вот. Но я хотел бы отметить тенденцию, что из-за своих как раз особенностей рожь вот по регионам выращивается неравномерно. У нас существует 6 областей, в которых в более-менее приемлемом количестве выращивается это зерно. Во всех остальных областях только какие-то выращиваются следы этой ржи. И обратить внимание на более низкую урожайность у зерна ржи и как раз падение объемов производства ржаного зерна. В реестре сортов, в который перечислены все растения, которые можно выращивать на территории Украины, вот если его проанализировать и сравнить с ситуацией 5-летней давности, то можно обратить внимание на очень интересную тенденцию. Количество сортов зерна ржи с 33 увеличилось до 61 сорта. В то же время количество украинских сортов
увеличилось всего лишь на 7 сортов. А основной рост произошел за счет увеличения сортов иностранного происхождения. Когда мы говорим о зерне ржи, сорта иностранного происхождения – это немецкие сорта, которые преимущественно представлены компанией КВС. Из украинских оригинаторов рожью, зерном ржи занимается, в принципе, несколько организаций. Ну, вот основные – это Институт растениеводства имени Юрьева, Харьков, и Носовская селекционная станция, которая находится в Черниговской области. При этом, посмотрите, за вот эти 5 лет добавился один сорт харьковский сорт и 2 черниговских. В то время, опять обращаю внимание, насколько увеличилось количество сортов иностранного происхождения. В прошлом году я обращал ваше внимание на такую же ситуацию для пшеничного зерна, где происходит замещение наших украинских сортов сортами иностранного происхождения. О том, плохо это или хорошо, мы сейчас еще поговорим. Вот эти сорта ржи, на самом деле это все-таки не сорта, а гибриды, которые впервые появились в Германии в 80-х годах. И чем они отличаются? Тем, что в отличие от стихийного качества, которое унаследуется от родительских форм для обычных сортов, в этих сортах путем подбора родительских компонентов качество это, урожайность, это морозоустойчивость, это жароустойчивость, это устойчивость к различным заболеваниям, как раз определяется тем, что подбираются батьковские компоненты, которые это качество задают. В связи с этим вот урожайность зерна ржи, если так у нас 27-28 центнеров с гектара, то гибридная рожь, ее урожайность уже 36 и 55. Именно это уже стимулировать будет сельхозпроизводителя выращивать зерно ржи. Стандарты. В стандарте на зерно ржи, который существует с 2006 года, у нас есть 4 класса ржи. Показатели качества. Засоренность, влажность и только 2 показателя, которые нас интересуют с точки зрения мукомола. Это натура, отсюда выход муки и ее размолотоспособность. И число падения, показатель, который характеризует хлебопекарные свойства. Все. То есть у нас при оценке сырья для производства муки только 2 показателя, которые нам дают информацию о том, что же это за зерно. Стандарт на борошно-житний хлебопекарский, который был принят как раз в рамках комитета и ассоциации хлебопекарей в 2018 году. Показатели качества муки оцениваются тем же числом падения, крупность помола, зольность и белизна. В принципе, тоже небольшое количество показателей, которые характеризуют уже ржаную муку как сырье для производства хлеба. Если мы проанализируем нормативный документ на производство муки, то существует у нас в отрасли такой документ, который называется «Правила организации и ведения технологического процесса», который, в принципе, уже в Украине датируется 1998 годом. Существует несколько видов разных помола зерна ржи. Это двусортный помол с отбором сеянной и обдирной муки и односортный, соответственно, 63% помол сеянный, 87% обдирный помол и 96% обойный помол. Это на бумаге. Что в реальности? В реальности сегодня это 89-92% двухсортный или односортный помол зерна ржи. При этом очень большое количество ржаной муки вырабатывается на мельницах небольшой производительности. Об особенностях муки. Значит, мы знаем, что структуру теста в пшеничной муке за структуру ответственна клейковина. В зерне ржи
такой же клейковины, как в пшенице, нету в силу того, что белки, во-первых, их меньшее количество, а во-вторых, у них большая часть водорастворимых белков, и они не способны образовывать вот такой вот студень белковый, как образовывается в пшеничной муке. За счет чего получается тесто? Потому что в зерне ржи есть как раз вот другие вещества. Это пентазаны или арабиноксиланы. Это другие вещества, которые встраиваются, видите, вот в структуру, где у нас есть молекулы белка, между ними молекулы пентазана. И они связывают и создают вот эту вот клейковиноподобную, можно сказать, структуру, но уже в ржаной муке. Сами эти арабиноксиланы делятся на два вида, на водорастворимые и водонерастворимые. И те, и другие очень сильно впитывают воду, поэтому наличие именно пентазанов или их отсутствие увеличивает или уменьшает водопоглотительную способность муки. Но крахмала все-таки и в ржаной муке, и в пшеничной муке содержится больше 50%. И поэтому, конечно, структура крахмала, соотношение амилоза и амилопектина. Мы знаем, что крахмал состоит у нас из амилоза и амилопектина. Амилопектин – это разветвленная структура, его где-то примерно 3/4. И до 25% это у нас амилоза. Так вот, соотношение между вот этими компонентами, которые зависят от климатических условий, зависят от сортовых особенностей того или иного зерна, они также влияют на способность муки к осахариванию, на водопоглотительную способность, на структуру образуемого теста. Известно, что хлебопекарные сорта зерна ржи должны содержать как можно больше вот этих водорастворимых пентазанов, ну и как можно большее количество белка, но хотя, говоря о белке, мы знаем, что белка в зерне ржи меньше, поэтому, в принципе, да, должно быть больше, а на самом деле там белка немного. Вот. Как сегодня уже говорил Родион, в Европе рожь в последнее время получила распространение как кормовая культура. Используют ее при кормлении животных. Так вот, с точки зрения зерна как сырья для комбикормов, содержание водорастворимых пентазанов должно быть, в отличие от хлебопекарных свойств, должно быть меньше. Почему? Потому что они обволакивают пищевые вещества, препятствуют их усвоению, соответственно, уменьшают конверсию корма и снижают экономические показатели комбикормового производства. Точнее, не комбикормового производства, а показатели животноводческих комплексов. Вспомните, у нас появились немецкие сорта. В Европе очень сильно идет тренд на увеличение зерна ржи в кормлении животных. А кто их оценивает с точки зрения хлебопекарных свойств? Возвращаемся к оценке хлебопекарных свойств. Единственный показатель, который есть у нас у мукомолов хлебопека, показатель числа падения. Существуют какие-то там условные границы, число падения там должно быть от 200 до 250 секунд. Если меньше значения числа падения, то у нас будет липкость и растекаться будет хлеб, не держать форму. Если сильно высокое число падения, то у нас не будет недостаточного процесса брожения, осахаривания, у нас недостаточный будет объем, проблемы с цветом и так далее. То есть существует какая-то оптимальная зона, в принципе, так же, как и для пшеницы. Ну, для ржи там свои показатели. Причем вот эти вот значения, я тут привел 150-200, это очень условные показатели, потому что эти значения зависят от конкретного производства, раз, и зависят от того сорта зерна, которое было взято для получения муки. Потому что, возвращаемся чуть раньше, соотношение амилоза и амилопектина, структура крахмала, и все это влияет на конечные хлебопекарные свойства. Но показатель числа падения, он не может нам однозначно сказать о том, хорошая это мука или не очень хорошая для того или иного производства. Потому что надо проводить более комплексную оценку. И для этого существует уже другая приборная база, которая
вот представлено здесь. Это приборы для определения повреждения крахмала. Это амилограф, прибор для определения как раз, опять же, свойств этого крахмала. Ну и там другое оборудование. Ну и вот интересная табличка, как раз благодаря тому, что хлебопеки начали обращаться к нам по анализу качества муки, с чем проблема это связана, то мы провели такой вот анализ, мониторинг этих показателей качества. И вот данные свели в такую табличку. Если вот проанализировать, то можно увидеть, что содержание белка в ржаной муке меньше, чем в пшеничной муке. Жир тоже там изменяется незначительно. Клетчатки, особенно вот в обдирной муке, содержание клетчатки в 2 раза больше, ну, в 2 раза отличается. Мука очень неоднородна по какому показателю, как зольность, по числу падения. По повреждению крахмала вообще ситуация очень интересная, от минус 2,9 до 21,3 показателей UCD. То есть вот именно вот это разнообразие свойств, разнообразие показателей качества обдирной муки, это то, с чем вы потом работаете. К вам приходит на производство мука, совершенно, вроде бы это она обдирная мука, но у нее совершенно разные показатели качества. Ну, тут более визуально на приборе Mixolab показано сравнение муки обдирной. Посмотрите, насколько разные профили себя, ну, профили этой муки на данном приборе. Ну и как раз вот в прошлом году мы с вами вот это обсуждали, такую табличку. Сейчас у нас будет панельная дискуссия мукомолов из хлебопеки. Вот такой вот батл. Вот, что такое качество муки? Спроси мукомола хлебопека, это будут совершенно разные критерии. И для того, чтобы эти критерии, для того, чтобы мукомол производил ту муку, которая нужна хлебопеку, хлебопек должен знать, что ему нужно, и уметь объяснить это не путем того, что мне нужна хорошая мука, а путем каких-то конкретных цифр, показателей качества. Ну и подводя выводы, первое. В Украине произошло изменение сортов зерна ржи, которые выращиваются сегодня и потом перерабатываются на мельницах. В этих условиях появились гибридные сорта ржи. В этих условиях регламент технического процесса, который больше 20 лет, он уже не является актуальным. Он требует пересмотра режимов, способов, технологий, структуры и так далее. Оценка показателей качества ржаной муки, только зерна ржи и ржаной муки только по тем показателям, по которым это было 10, 20, 30 лет назад, сегодня это совершенно не актуально. Оно не может дать и гарантировать, что принимая по этим показателям, у вас будет хорошее качество вашей хлебопекарной продукции. Оптимальные значения какие должны быть? Опять же, тут сложно сказать, потому что надо проводить комплексные исследования, нужно объединять усилия мукомолов, хлебопеков, производителей зерна, научные организации и выполнять эти исследования. Ну и опять же, вот очень именно актуально то, что у нас появились сорта гибридной ржи. Ну и в конце хотелось бы вас пригласить к нам на тренинг. Мы, кстати, вот в рамках вот таких вот организаций, ассоциаций, вот, может быть, мы говорим вот сегодня это впервые вот такое вот масштабное объединение, но у нас в рамках нашей академии мы уже 5 лет проводим тренинг, где как раз объединили хлебопеков и мукомолов. И дважды в год, 3-я неделя мая, 3-я неделя октября мы проводим эти мероприятия и с компанией вместе, как раз тот, который присутствует, Миллионхимии, пытаемся разобраться в стабилизации качества зерна, качества муки, коррекции ее для того, чтобы производить высококачественную хлебопекарную продукцию. Спасибо за внимание.